Привет! Сегодня в ролике я расскажу тебе про новые беспроводные наушники, которые почему-то имеют сразу два названия. Это Oppo Enco W11 или Oppo Enco W31 Lite. И тем не менее, как эти наушники ни назови, главного у них не отнять. Признаюсь честно, получились они очень хорошо и мне понравились. Комплект поставки здесь стандартный. В белой коробке из плотного картона лежит кейс с наушниками, кабель для зарядки USB-C, комплект сменных амбушюр и краткое руководство пользователя. Здесь мне хотелось бы сразу отметить, что непосредственно амбушюры в этой модели нестандартные в привычном их понимании. Оттого, если вдруг по какой-то причине они не смогут обеспечить тебе должной посадки, подобрать другие под себя будет немного проблематично. А дело все в том, что при использовании сторонних резинок кейс может не закрыться, и это важно знать. Зарядный кредл выполнен из качественного глянцевого пластика снаружи и матового внутри. Крышка кейса открывается плавно и в петле имеется доводчик. В открытом состоянии она не люфтит, а в закрытом фиксируется плотно на магнит. На передней стороне находится единственный светодиодный индикатор состояния. Никаких кнопок активации как внутри, так и снаружи корпуса нет. В заднем торце под петлей встроен разъем для зарядки. По длине, ширине и высоте кейс имеет следующие габариты: 67, 40 и 27 мм соответственно. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч. Во время зарядки индикатор горит желтым свечением, а по ее окончанию сменяет свой цвет на зеленый. Сами наушники выполнены в классическом форм-факторе внутриканальных затычек. С внешней стороны корпус глянцевый, а на внутренней матовое покрытие. По управлению функциями мультимедиа имеется все, что нужно. Одинарный тап в режиме воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а по тому же действию во время звонка можно ответить на вызов или положить трубку. Двойное касание позволяет переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. Удержанием пальца на одном из сенсоров можно регулировать громкость. Правый отвечает за плюс, левый за минус. А вот по тройному тапу можно позвать голосового ассистента, Google, Алису или Siri в айфонах. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Каждый наушник цепляется независимо и главного в паре нет. Оттого любым из них можно пользоваться по отдельности, оставив второй отдыхать в кейсе. Передача звука осуществляется посредством двух аудиокодеков. Это AAC и SBC, а за связь отвечает Bluetooth 5 версии. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 43 мАч, а время работы на одном заряде при 100% громкости в моем случае составило 2 часа и 22 минуты, что лично для меня довольно маловато, но в целом для многих, наверное, сойдет. Тем более, что на 100% громкости слушать их сможет не каждый. Оптимальный уровень это 80-90%, но в любом случае даже при таком раскладе больше 3 часов ты из них не выжмешь. Что же касается качества самого звучания, то могу сказать, что кодек AAC старается здесь не зря. Звук в наушниках очень сочный и детализированный. В силу того, что комплектные амбушюры самого большого размера мне идеально подошли, я смог услышать все, что хотел. Звучание в большей степени преобладает ровное, с небольшим прогибом посередине, но конкретно в данных наушниках это не является минусом. Наоборот, благодаря такому частотному рисунку звук получил больше объема. Басовая линия здесь глубокая, обволакивающая и очень приятная, а высокие частоты создают дополнительные контуры, делая общую картину более четкой. Для электроники такое звучание подойдет просто идеально. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как Oppo Enco W11 работает в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Проверяем работу микрофонов в наушниках Oppo Enco W11. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна и создавать максимум шума. Вот сейчас задувает сюда ветер, шум от машин. Вот здесь рядом еще какой-то КамАЗ едет. В общем, вот так вот звучат микрофоны при вот таком вот сценарии использования. Ну а теперь традиционный печка. Итак, я сейчас буду включать печку по уровням. Сейчас на двоечку, на троечку. И вот так вот на четверочку максимум шума мне выдает печка. Максимум выдала сейчас происходит. И вот таким образом звучат микрофоны при создании вот такого вот искусственного шума. Вот так вот все будет у вас работать, если вы будете разговаривать по этим наушникам со своим собеседником, допустим, ну, зимой, когда будете на максимум греться в машине. Вот как-то так, как-то так.
В наушниках нет специального игрового режима или же приложения, где можно включить нечто подобное, но тем не менее они довольно хорошо справляются с передачей звука в таком сценарии. В PUBG Mobile полет замечательный, слышно все вовремя и практически без задержек. Понятное дело, что по проводам разница в работе будет ощутима, но все же беспроводное соединение в этих наушниках плохим назвать не могу. При просмотре роликов на YouTube все отлично работает, на слух рассинхрон я обнаружить не смог. По стабильности соединения скажу так, свои 10 заявленных метров на открытой местности они держат уверенно. А вот в своем тесте я отошел от смартфона примерно на метров 15, и полет был отличным. И только в самом конце связь начала обрываться. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. С одной стороны мы имеем хорошие характеристики по звуку и полноценное управление, а вот с другой все портит маленькая автономность. 2,5 часа для 2020 года, как по мне, результат не очень большой. Я прекрасно понимаю, что кому-то этого будет вполне достаточно, оттого и говорю, что это лишь мое мнение. Возможно, тебя в этом плане все устроит, ведь окончательный выбор, как всегда, остается только за тобой. Я лишь рассказал в своем ролике, что ты сможешь получить, если купишь Oppo Enco W11 или Oppo Enco W31 Lite. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно за лайк и комментарий, и увидимся с тобой в следующих видео. Пока-пока.